Цветочная инспекция от Тбилиси. И сразу скажу, что самое впечатляющее я увидела в последний день, соответственно, это будет в конце видео. Ну, вообще, в принципе, известно, да, что Тбилиси — это такой зеленый город, там очень много растений, и в заведениях я видела разнообразные растения, что меня удивило. Ну, конечно, были такие, как видите, с вредителями всякие разные, и поначалу первые дни думала, это вообще скудновато, и даже снять будет нечего. Хотя, как видите, кипаэстас у них прекрасно растет, в отличие от меня, потому что у меня он, не выжил. Кстати, филодендроны я тоже вижу впервые в заведениях. Были, конечно, с хорошей растительностью заведения, за которыми явно ухаживают. И хотела сказать, что не только заведения такого высокого уровня, но даже какие-то простые забегаловки или магазины, и в них было много разных растений. Мне понравился этот вариант для туалета — это сухоцветы. И он даже пахнет как в бане. Ну и выглядит интересно. И понятно, что к свету он совсем не требовательный. Единственное, я думаю, что как собирать потом пыль оттуда — это вопрос. Но как вариант интересно, если вы не хотите в туалете делать подсветку, то почему бы и нет. Уже вечером я наткнулась на этот дворик и не могла просто не снять. Посмотрите, какая локазия, впервые вижу, чтобы был такой ствол. Ну и кроме нее там были и другие локазии поменьше, и большие папоротники, и даже я там увидела землянику, представляете? Но этот фикус вообще без комментариев, просто на улице рос. Ну а теперь вишенка на торте моего цветочного путешествия — это пекарня. Ну, там и отель, и коворкинг, все вместе. Находится чуть дальше метро Руставели, прямо в центре города. И, конечно, это не передаст камера эти масштабы, но просто такой фикус лирата в несколько этажей. Ну, я не знаю, я видела лично впервые, и не знаю, когда я еще увижу. А как вам такие кактусы в 2 человеческих роста? Просто даже подумать страшно, сколько времени понадобилось, чтобы все эти растения вырастить и настолько озеленить это место. Понятно, что там были такие масштабные, как бананы, да, которые вот могут быстро расти и достигать больших размеров, но были и совсем другие, которые вот обычно наши растения, но просто невероятных масштабов. Я долго искала, где их начало. В общем, так я даже не нашла, не знаю, откуда они растут, и вообще как за ними ухаживают, мне даже сложно представить. И я еще раз там поняла, насколько растения все-таки преображают пространство. С другой стороны, мы говорим, что это легкий способ улучшить нашу окружающую среду, но с другой стороны, смотря на это, понимала, сколько все-таки это требует усилий, времени и ухода. Но, конечно, оно того стоит, потому что выглядит это невероятно. Там еще был выход на улицу, где тоже просто какие-то джунгли, все очень зелено, красиво. Я так поняла, что, наверное, это была какая-то фабрика, которую теперь переделали под современное пространство. Но в какой уголок бы вы ни зашли, вас будут сопровождать везде красивые виды и очень-очень много зелени, и декоративные, и обычной такой деревьев и тому подобное. Не могла я пройти мимо стеллажей, где выращивают зелень. Думаю, это для отеля, для ресторанов, но выглядит это, конечно, супер. Мне кажется, на этом фоне просто можно делать фотосессии, и всегда это будет выглядеть эффектно. Я себе сделала пару фоточек. Как вам идея работать с таким видом? Ну, как по мне, так это вообще просто супер. Еще в одном из залов там была кофейня, и просто это, не знаю, мечта любого растениевода. Я прям захотела такие же полки. Выглядит просто очень стильно. Старые эти конструкции, такие теплички были маленькие. Тоже, кстати, вариант для изоляции растений или для того, чтобы они быстрее росли, укоренялись. Ну и просто бесконечные ряды с растениями разными, разных сортов, разных видов. Были и самые простые, были какие-то интересные, были сортовые, варигатные. Конечно, в таких местах всегда очень большой соблазн какой-то листочек себе взять, но я сдержалась, ничего не сорвала. Оставила эту красоту другим. Мы тоже думали, интересно, как ухаживают за этими растениями. Скорее всего, мне кажется, это какая-то, наверное, компания, фирма, которая заботится, поливает. Но выглядит это, конечно, очень хорошо. И растения в хорошем состоянии, мало каких-то испорченных. И вообще, по-моему, не видела ни одного из них с какими-то вредителями. То есть они все в здоровом состоянии. Хотя это, конечно, очень сложно, учитывая, что это все в общественном месте, и их там очень много. А были ли вы в этом месте? Понравилось ли вам там? И вообще, как вам такая концепция декорации пространства? А тем временем мне уже пора возвращаться было домой. Посмотрите на Кавказ с высоты самолета. И до новых встреч. Подписывайтесь, и будут новые видео.